Ну что, мы в Кёльне, опять в Германии. Вчера уже уехали с Голландии, заехали еще в Брюссель, так сказать, мусорная столица Европы, точнее Европейского Союза. Просто посмотрите, где я опять стою. Просто. Он такой огромный, что я в шоке. Потому что даже барселонская, так сказать, церковь, там знаменитая Ля Фамилия, или как она называется, по-моему, меньше, чем вот эта штукенция. Сейчас здесь погуляем немножко, пару часов, и поедем уже в Берлин, в сторону Берлина. Там будем ночевать пару дней, гулять. Погода нас опять радует, не холодно, немножко солнышко даже светит. Вчера, короче, был прикол, когда были в Брюсселе, забронировали место здесь, в Кёльне. Типа, чувака, которого мы бронировали, либо у женщины, у дядюшки, бабушки, не знаю, кто там был, владелец. Короче, было как минимум 5 часов, чтобы подготовить нам место, где будем ночевать. В итоге мы приехали, точнее, до этого нам владелец ничего не отвечал, никакого сообщения даже не было, только от букинга, что вот подтвердили наше, так сказать, бронирование, и все. От владельца ни одного письма, ничего не было. В итоге мы приехали на место, пишем, так сказать, владельцу, он не отвечает, звоним, там автоответчик, никто не отвечает. Пишем букинг, естественно, букинг — это парашная, так сказать, контора, которая не имеет чата 24/7, чтобы помочь клиентам. В итоге там ответили через 24 часа, ответим вам. Какие 24 часа, если нам вот сейчас надо, так сказать, заселиться уже, а владелец не берет трубку, не отвечает. И в итоге пришлось в срочном порядке искать хостел. Нашли хостел и уже пошли спать. И в этом плане сегодня утром было у меня небольшое удивление. Это самый первый хостел, где, получается, у нас был завтраком, так сказать, включено. Мы никогда этим не пользуемся, потому что я не ем, так сказать, мясное, яйца, сыр, молочное всякое. И мы пришли на завтрак, смотрю, что-то, даже есть что-то веганское. Лежит там, так сказать, колбаса, сыр. Спрашиваю, типа веганская? Женщина такая, плохо понимающая на английском, такая, не, типа не веганская. Убежала в этот момент. И через какое-то время прибегает такая, он дает мне, пару ломтиков сыра, колбасы веганского. В итоге я очень был удивлен, потом еще спросил насчет молока. В итоге мне принесли Альпро йогурт. Я позавтракал, был очень удивлен. Поэтому Кёльн, хоть и вчера было плохое настроение после Кёльна, после этого владельца, который нам не отвечал, а сегодня уже хорошее, замечательное. Байтон наболтал на 4,5 минут. А еще я немного подзаболел, нос забитый, горло тоже болит немножко, першит. А насчет вчерашних, получается, апартаментов, которые мы забронировали, я, так сказать, в техподдержку написал, конечно. Увидим, так сказать, в будущем, что мне ответят, вернут ли деньги, так сказать, и компенсируют чем-то или нет. Потому что, реально ситуация не очень прикольная. Первый раз такое случается. Мы до этого и бронировали так иногда, пару раз, чтобы прям в день. Чтобы такого было. Извините меня. Букинг. Да уж, сам не знаете, какой букинг в техподдержке. Там, кстати, вроде уже отмену сделали. Там столько деталей, просто каждая мелочь, это кто-то делал. Офигеть. Я согласен, да, не знаю, как можно было так просто построить такую огромную глыбу. Погуляли немножко по Кёльну, пару часиков, может, у нас времени не было, поэтому поехали по трассе в сторону Берлина. Это что-то типа обеда, обед-чек. Да, только посмотри, что я кушаю на обед, просто чипсы и онигири.
Да. Тогда, когда все деньги уходят на путешествия, а кушать нечего. Приходится кушать то, что с парашей взял, то и поел. Но ничего, так сказать, путешествие закончится, будет детокс. Буду бегать, на велосипеде кататься. Ну, как бы жир мне не страшен, но калории надо кушать. Вообще откачать. Нет. Холодно мне, братья мои. Ну что, вчера вечером приехали уже в Берлин, заселились, поспали, и вот сегодня пойдем гулять по этому городу. В Берлине я уже второй раз, в прошлом году катался, здесь был недельку, чуть поменьше. Понравился, поэтому сейчас пойдем посмотрим и покажем Вике места берлинские и сами насладимся этим городом. Поэтому let's go. Первый, так сказать, чекпоинт у нас будет, точнее место, это Берлинская стена. Пройдем ее немножко, засниму и пойдем дальше в центр. Вот эти два медвежонка в прошлый раз тоже были. Так сказать, не изменилось в течение года ничего. Самое знаменитое, так сказать, граффити, точнее рисунок на Берлинской стене. Но я вообще не понимаю, зачем люди снимаются рядом с ним. Ладно, просто фотографировать, но делать селфи, либо рядом стоять и делать фотку, вообще непонятно для меня действие. Ставьте лайки. А еще непонятно, зачем вот так вот уродовать рисунок. Сами видите, что пририсовали. Людям просто делать нечего. Ну, это может быть дети какие-нибудь, либо уроды. Вот, такое в прошлый раз вроде не было. Прикольно нарисовано. Вообще обожаю, так сказать, граффити, но ненавижу, когда всякие туристы вот стоят, так фотографируются нахера-то, зачем своих детей снимают, просто для чего, чтобы у них потом это было все в телефоне, и они это ни разу потом не пересматривали. Да, кто-то подумает, что я бубню, но я такой человек. Это мое мнение, так сказать. Может, кто-то не согласен с этим. Я просто наслаждаюсь этой красотой и все. Не, ну это шедевр, конечно. Зашли, такое типа мини-хипстерское место. Прикольно, в прошлый раз тоже здесь были. Все такое радужное, красивое. Как я люблю. Выглядит это место, как будто какая-то заброшка была, недоделанное здание. В итоге хипстеры захватили это место и используют в свое удовольствие. Либо город передал, так сказать, во владение бомжам. Естественно, проходя здесь по этим улочкам хипстерским, ощущаются, так сказать, разновидности трав, всякой базилик, руккола. Ну, вы поняли, какие травы, которые, так сказать, через ротовую полость вдыхаются. Чисто здесь такой вот хипстерский район, а, так сказать, в 50 метрах отсюда через реку уже новые районы строятся, жилые.
Городские джунгли. Зачем вот так вот фотографироваться? Не понимаю. Так, погуляли немножко по хипстерскому району. Теперь более культурная часть Берлина. Сейчас пойдем погуляем, получается, по достопримечательностям известным. И уже будем выезжать из Берлина. Так, за что я люблю Берлин? Это то, что типа все эти известные достопримечательности находятся, в принципе, в одном кругу. Все поблизости. Не надо, так сказать, с одного города на другой город ехать, точнее, часть города. И везде все понятно. И можно посмотреть, в принципе, за полдня. А также про мои усы. Не нужно, так сказать, пизду. Не нужно, так сказать, мнение. Короче, не нужно не экспертское мнение насчет усов и этого челленджа. Короче, не знаю, как люди носят усы, потому что вот за это время, пока я сейчас здесь неделю болею, сопли высмаркиваюсь, просто все сопли начинаются стекать, так сказать, по усам, и потом растирает все это тоже по усам. Поэтому, в принципе, это путешествие уже идет к концу, и наконец смогу сбрить данные великолепные усы счастья. Ну и еще немножко про Берлин. Это чисто мое мнение. Это большой, так сказать, большой город, напоминающий о Второй мировой и Холодной войне. Так сказать, показывать все, так сказать, те самые события, которые происходили на войну, чтобы они, естественно, не повторились. Так что так вот. Нет войны. Блин, что в Голландии, что в Дании, что здесь в Германии просто офигенные велосипеды у чуваков. Таких, конечно, велосипедов я не видел ни в Таллине, ни вообще в Эстонии. Парочку у нас, конечно, есть. Но, естественно, у нас как бы кататься негде. У нас нет такой велоструктуры, так сказать, велоструктуры, чтобы кататься. Так, опять какая-то хуета. Опять какие-то цыганки доебались. Ой, докопались. Поэтому проходим мимо. Денег нет. Но выдержите. Ну, вдруг посмотрите, просто кайф. Такой маленький мини-велосипедик. Вообще прикольно. А еще, короче, в эту поездку пришел конец моим кроссовкам Соломоном. Смотрите, просто надорвалось. И самое смешное, что это уже вторая пара этих же кроссовок. И за 2 года 2 пары порвались. Первые у меня служили 3 месяца. И в этом же месте, на этой же ноге, начала, короче, протертость появляться. А на этой паре
Я тащил ровно год, и вот уже порвалось. Ну, просто excuse me, как бы, ну, что за дела, когда кроссовки стоят 170 евро, и они так мало служат в этом плане. А так, конечно, они очень удобные, но придется их опять менять по гарантии. Первый раз я смог это сделать, второй раз я тоже попытаюсь, потому что, ну, какого хрена рвется так часто и в одном и том же месте. Как-то так вот, но зато соломончики, они очень удобные. Обувь в этом плане. Особенно если такая активность происходит в отпуск, как у меня, и вообще в путешествиях must have. Покупайте, носите. Вот так вот песы тоже катаются на велосипедах. Дед Мазай хуярит куда-то. Ближе, чем на метр, не подходи, это метр. На этом наша культурная часть в Берлине заканчивается, а не культурно не будет. Поэтому сейчас идем на метро и уезжаем с этого города. Так, вот путешествие в Берлине заканчивается. Небольшое мнение. Жили вы бы здесь, Мария? Я да, Почему? потому что здесь много веганского. А почему По еще? хорошим ценам. Я не знаю. А вы, Виктория? Я нет. Чего? Кого? Меня он как-то не зацепил почему-то, не знаю. Ну окей, мы тебе показали только, так сказать, центральную часть Берлина. Мы еще не походили по хипстерским районам и по живым, потому что там тоже красиво на самом деле. Что Ну, мало было времени, возможно, если бы я пробыла здесь больше и побольше посмотрела, может быть, мое мнение бы изменилось. Ну окей, в следующий раз, так сказать, побудешь побольше, узнаешь. О, опять дед. Что и утром. Короче, на самом деле я бы здесь жил, но жил это называется, типа, когда ты именно живешь и не работаешь, и не проживаешь ты жизнь. Если здесь работать и проживать, я бы, конечно, здесь не находился бы. А так прикольное место. Есть, так сказать, хорошие места. Веганского куча. Поэтому переезжаем сюда, нет? Ну, а как же Португалия? Ну да, Португалия, А как же Испания Амстердам? это топчик. Поэтому ладно, заканчиваем.